Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, ни для кого не секрет, что люди, которые работают в торговле, во многом суеверны, очень боятся, чтобы их товар не сглазили, очень боятся конкуренции, очень боятся, что перетянут их клиентов, что заговорят на них, что остановят поток денег. Почему так происходит? Потому что люди, которые работают в торговле, они зависимы от этой торговли. Они получают зарплату согласно тем процентам, которые продают. Они живут на эти деньги, да, они содержат свои семьи. Зачастую на них и полагается вся их семья. И поэтому этих людей можно понять, почему они так переживают, так боятся за свои финансы, почему им нужна поддержка, помощь, почему им нужно созвать покупателей. И почему испокон веков в магии существует очень много различных способов созвать покупателей. У меня много работ, у меня много ритуалов по этому поводу. Иногда бывает, что люди, знаете, абсолютно, скажем так, безмозглые, по-другому нельзя говорить об этих людях. Нет иных слов. Безмозглые, не понимающие в жизни ничего, говорят: вы слишком много говорите о деньгах, об удаче, очень много тем о деньгах, очень много ритуалов денежных и так далее. Скажите мне, пожалуйста, одну вещь. Кто управляет этим миром? Какая сила? Деньги. Вы нужны кому-то, когда вы болеете без денег? Нет. Когда у ваших детей свадьбы, вы без денег можете сыграть эту свадьбу? Если ваши дети должны учиться где-либо, вы без денег можете их отвезти, устроить? Вы можете без денег жить? Вы можете без денег существовать? Везде открывают дорогу деньги, возможности. Даже к тому же психологу обращаться, чтобы вылечить свою депрессию, нужны деньги. Поэтому говорить о том, что деньги – это немаловажная тема, могут только тупые личности, либо зацикленные, знаете, на половых отношениях, которым только вот приворожу, отворожу, переворожу и прочее, прочее. То есть недальновидные люди и люди, которые пользуются этими недальновидными, тупыми особями человеческого общества, либо люди, абсолютно лишенные опыта жизненного и вообще мудрости. Не деньги самые главные в жизни, но деньги очень важны. И удача очень важна. Это дает человеку возможность быть самостоятельным. Основное количество ссор в семье происходит из-за недостатка денег, из-за бедности, из-за того, что дети зависимы от родителей, из-за того, что жена зависима от мужа, и поэтому она не может никак свои права никаким образом предъявить своему мужу. Из-за того, что жилищный вопрос не решается, молодая семья вынуждена ютиться у родителей, естественно, подчиняться их контролю и так далее, и так далее. Это говорит о том, что от денежной удачи очень многое в этой жизни зависит. Если у вас есть денежная удача, значит, у вас будет и карьерный рост, значит, у вас будет и повышение, значит, у вас будет и перемена в жизни. Если этой удачи нет, то у вас ничего не будет. Понимаете? Так вот, в данный момент ритуал, то есть два ритуала, простых ритуалов, но довольно сильных, основанных на очень древних знаниях точно так же, потому что основаны на древних знаниях, вызов древних сил, которые вызывали намного тысячелетий до нас и так далее, они способствуют тому, чтобы этот ритуал, эта работа была особенно сильной. Итак,
Для хорошей торговли вызов определенного беса по имени Суфавь. Суфавь. Причем в конце твердый знак его имени. Если боитесь, можете не делать. Но в любом случае хочу вам сказать, что деньги даются темными силами. Те силы, которые вы как бы считаете светлыми, как вам кажется, да, силы религии и так далее, которые совершенно не светлые, но в любом случае они денежное довольствие не дают, потому что религия построена вся на бедности, на несчастьях и прочее, прочее. Она и должна быть бедной и несчастной. Поэтому просить у сил христианства или любой другой религии денег – это наивно. Хотите денег, попросите у бесов. Так вот, этот бес, он бес торговли. Бес, который притягивает людей к вам. Если вы хотите, чтобы у вас была удачная торговля, чтобы ваши конкуренты, которые рядом тоже торгуют, не могли понять, почему именно к вам ходят люди, да, и все дороги ведут к вашему ларьку или к вашему там магазину, то делайте этот ритуал периодически, раз в неделю. Не забывайте делать этот ритуал. Значит так, берете церковную свечу, переворачиваете, зажигаете, читайте 6 раз. Рядом положите в какой-нибудь емкости мед, но возьмите такую емкость, чтобы потом можно было вынести из дома. Ну, возьмите, например, пластмассовую какую-нибудь маленькую, там, пускай стаканчик это будет, или тарелочка, да, блюдце. Поставили мед, перевернули церковную свечу, читайте 6 раз, ждете, пока свеча хотя бы до половины догорит, потом пальцами тушите эту свечу и ложите кошелек. Ну, отдельно какое-нибудь место в кошельке уделите. Дальше, после того, как вы начитали и положили в кошелек свечу, берете 6 монет и этот мед на перекрестке оставляете, поворачиваетесь, кидаете через левое плечо и говорите: откупаюсь, и уходите. Желательно сделать темное время суток. Не обязательно ночью, но в темное время, ну, когда уже солнце село, после 6-7 вечера. Целая неделя у вас будет насыщенная торговля. Через неделю точно так же эту свечу оставляйте на перекрестке, откупайтесь 6 монетами и снова переделывайте этот ритуал. Хотя можете держать некоторое время, потому что тем, кому я рекомендовала, говорила, они забывали делать и говорили, что помогает долгое время. То есть можно делать тогда, когда вы видите, что торговля ослабла. Снова повторите это. Можете и так сделать. Ну, как вам удобнее в этом случае. Это можно самим решать, но я вообще рекомендую раз в неделю. Ого, пролетел на 8-й минуте. Видали? Красота. Видать, сам бес к нам пожаловал, услышал свое имя. Да, такое есть, они могут прийти на зов, даже если я вас обучаю этому. Итак, 6 раз читаем следующее. В поле, да посреди черной дороги, стоит алмазный храм богатства. В храме том золотой алтарь. На том золотом алтаре сидит богач-бес Суфавь. Звенит серебром, рублями раскидывается, манит и зовет. Кто прославит его, да 6 поклонов ему отобьет, тот во веки веков в богатстве, в достатке всю жизнь проживет. Ему денег считать, да не пересчитать. Злата будет столько, что некуда будет класть. Жить тому всласть, сытно жить, да не тужить. Без Суфавь тому в помощь. То есть мне, да будет так, заклинаю. Все. Там в описании будет, когда вам напишут под роликом. Немного терпения, пожалуйста, не пишите каждые 5 минут. А где ролик, а где ритуал? Когда освободится человек, пишет, вы знаете, что она в течение суток выкладывает, но у человека тоже есть свои дела. Она не обязана сутками прям сидеть в форуме. Следующий момент. Если вы хотите, чтобы ваш товар продавался, если вы работаете дома, значит, читайте дома.
Если у вас работа в магазине, читайте в магазине, откройте, заходите, перед тем, как открыть свою торговлю, на свечу прочитайте, подальше от чужих глаз. Потом свечу потушите и спрячьте. И каждый раз зажигайте эту свечу и прочитайте, пока она до конца не догорит. Ну, можете несколько раз использовать, то есть несколько дней подряд. Перед началом торговли или перед началом работы. Это можно ли прочитать, скажем, людям, которые занимаются каким-то там, ну, психологи, я не знаю, художники? Можно любому человеку. Товар, знаете, интеллектуальный товар тоже твой товар, который ты продаешь. Зажечь свечу, обычную свечу восковую, не переворачивая. Поставить и читать. Прочитали, потушили пальцем и спрятали. Читать 3 раза. Со всех концов мира зову людей, созываю, на огонь притягиваю. Придут они, слетятся на мой товар. Ум за разум у них и зайдет, да горячий торг пойдет. Придут люди, слетятся, да за товар мой начнут драться. Спешат, да глядят, за мой товар заплатят во 100 крат. Так тому и бывать. Весь мой товар мне выгодно продать. Аминь. Заклинаю. После чего потушите свечу и спрячьте. Здесь откуп ваш денежный вот оборот. Денег и есть ваш откуп. Здесь откуп особо не нужен. Определенная часть вашей энергии и денежный оборот, который у вас от этого товара будет идти. Удачного торга или удачной торговли, господа.